Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 20 января. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Трое освобожденных заложниц из плена Хамас в ближайшие дни, а возможно и недели, проведут в детском отделении в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане. По словам представителей больницы, их будет осматривать специальный медицинский персонал. За ним же будет присматривать вспомогательный персонал. Больница предоставит им новую свежую одежду, туалетные принадлежности, косметические услуги, а также специально приготовленное питание. Детская больница была выбрана потому, что она предлагает тихое размещение и уединение, несмотря на то, что снаружи собираются толпы доброжелателей. Новости на Радио Мария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что возвращение заложниц из плена Хамас – это невероятно трогательный день. В разговоре по телефону с ответственным за возвращение заложников Нетаньягу говорит, что, цитирую, «три мирные женщины первой заложницы, которых мы возвращаем домой в этом раунде. Я знаю, мы все знаем, что они прошли через ад. Они идут из тьмы к свету. Они действительно выходят из рабства ради свободы», добавляет Нетаньягу. Этот момент был достигнут благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов. Это большой момент, эмоциональный момент. Прекрасный день, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Приветствуя освобождение трех заложниц, ведущие политики партии Ликуд Биньямина Нетаньягу говорят, что, несмотря на прекращение огня, Израиль не откажется от уничтожения Хамас. Это момент надежды для всей нации, которая теперь принимает их и их семьи в своих сердцах, говорит министр обороны Израиля Исраэль Кац. Государство Израиль не успокоится, пока все похищенные мужчины и женщины не вернутся домой, живые к своим семьям, а те, кого нет, для захоронения. Министр связи Шломо Кари заявляет, что сегодня все счастливы и взволнованы тем, что видят наших близких дома. Мы продолжим бороться, пока не уничтожим терроризм и не вернем всех домой в ближайшее время. Председатель комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейн заявляет, цитирую, «Мы не откажемся от достижения целей войны и свержения власти террористической группировки Хамас, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю», заявил Юлий Эдельштейн. Главные новости Израиля. Президент Израиля Ицхак Герцог также сделал заявление. «Мы посылаем вам и вашим семьям крепкие объятия. Это день радости и утешения. Это начало сложного пути совместного восстановления и исцеления», говорит Герцог, посылая свои мысли встревоженным и скорбящим семьям, чьи близкие еще не вернулись. Новости на Радио Мария. Президент США Джо Байден утверждает, что соглашение об освобождении заложников было в конечном итоге достигнуто благодаря поддержке США военному давлению Израиля на Хамас, а также других доверенных лиц Ирана. Байден говорит, что выслушал своих критиков, но в конечном итоге пришел к выводу, что отказ от выбранного им курса, который в значительной степени предполагал поддержку израильского правительства, не привел бы к прекращению огня, а также привел бы к региональной войне, которой, по его словам, опасались его критики. Придерживаясь своей стратегии, Байден утверждает, что в результате этого Ближний Восток, цитирую, «фундаментально трансформировался». Лидер Хамаса Яхья Синвар теперь ликвидирован. Террористическая группировка серьезно ослаблена, а ее спонсоры, включая Иран и Хизбаллу, также уничтожены.
Байден говорит, что хотя США и пытались найти дипломатическое решение, они также оказывали Израилю значительную военную поддержку, что позволило Цахалу обезглавить руководство и военный потенциал Хизбаллы, заявил Джо Байден. Великобритания приветствует освобождение британо-израильской заложницы Эмили Дамари. Цитирую. Правительство Великобритании приветствует освобождение гражданки Великобритании Эмили Дамари. Мы готовы оказать ей поддержку, говорится в заявлении МИД. Сообщается, что Эмили Дамари вернулась в Израиль без 2 пальцев на руке, которые она потеряла во время нападения Хамас еще в 2023 году 7 октября. Новости на радио Найрия. Около 2000 человек собрались вчера в воскресенье днем на площади, известной как Площадь заложников в Тель-Авиве, чтобы наблюдать на установленных экранах за возвращением 3 израильских заложниц, которые стали первыми освобожденными в рамках действующего соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как только стало известно, что заложницы вернулись в Израиль, в воздух была выпущена гирлянда желтых воздушных шаров, цвет которых символизировал солидарность с заложниками. Далее шары свернулись в форму желтой ленты. Ну и как стало известно, больница, куда были доставлены освобожденные заложницы Хамас, сообщает, что их физическое состояние достаточно хорошее. Цитирую. Их состояние позволяет нам сосредоточиться на главном – воссоединении с семьями и отложить на несколько часов рассмотрение медицинских вопросов. Мы внимательно следим за ними и за их семьями, заявила больница. 3 заложниц, освобожденных вчера Хамасом из сектора Газа, получили от членов террористической группировки подарочные пакеты перед тем, как их передали Красному Кресту. В пакетах же заложницы получили свои же фотографии, когда они были в плену Хамас, а также некий сертификат. На видео, опубликованном Армией обороны Израиля, видно, как бывшие заложницы держат подарочные пакеты в руках. Источник в системе безопасности рассказал, что в этих пакетах, кроме фотографий самих заложниц, было и самодельное удостоверение об окончании плена. Новости на радио Найрия. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил с заявлением, в котором поприветствовал возвращение на родину 3 освобожденных израильских заложниц, после того, как его партия проголосовала против соглашения, обеспечивавшего их освобождение. «Мы рады и взволнованы вашим возвращением и ждем возвращения оставшихся заложников посредством применения военной силы, прекращения поставки топлива в Газу и прекращения потока гуманитарной помощи в сектор, а не путем капитуляции», сказал Итамар Бен-Гвир. В то же время партия Итамара Бен-Гвира Оцма Иудит покидает коалицию Нетаньягу, выполняя свою угрозу уйти, если Израиль согласится на соглашение о прекращении огня с Хамас в секторе Газа. Бен-Гвир в письме к Нетаньягу хвастается своими, цитирую, «значительными достижениями под вашим руководством», но жалуется на то, что, по его словам, является сделкой премьер-министра о капитуляции перед террором, который пересекает все идеологические красные линии. «Прекращение огня представляет собой полную победу терроризма», говорит Бен-Гвир, добавляя, цитирую, что мы не намерены работать над свержением правительства, которое возглавляется вами, но по идеологическим вопросам мы будем голосовать в соответствии с нашим мировоззрением и нашей совестью. Мы не вернемся за стол переговоров без полной победы над Хамас и полной реализации целей войны, сказал Итамар Бен-Гвир. В это же время министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что хотя он и всем сердцем выступает против прекращения огня в секторе Газа и соглашения об освобождении заложников, он все равно переполнен радостью по поводу возвращения каждого пленника. «Я очень тронут. Серьезные люди должны оставить место для сложности», говорит Смотрич, который голосовал против сделки, но решил пока остаться в правительстве Нетаньягу. «Это мой долг и моя миссия как человека, представляющего большую общественность, которая послала своих сыновей на поле боя в сектор Газа.
Глаза горько плачут, а сердцу радостно, говорит Смотрич. В это же время Смотрич защищает свое решение не выходить из правительства и не свергать коалицию, утверждая, что он действовал из чувства долга перед страной. Так почему же я не ушел из правительства? Потому что я несу национальную ответственность за победу и безопасность, и я готов заплатить за это цену, пишет Смотрич в длинном посте в соцсети Facebook после выхода его коллеги Тамара Бен-Гвира из коалиции. Потому что я не избегаю с поля боя в разгар войны, даже после сокрушительного поражения в одном из сражений, настаивая на том, что, цитирую, «остановить сделку было невозможно, даже угрожая свержением правительства». Самый большой стратегический ущерб от прекращения огня в секторе Газа заключается в том, что мы посылаем им сигнал о том, что похищение наших граждан ставит государство Израиль на колени, продолжает Смотрич, утверждая, что единственный способ исправить этот ущерб и превратить сделку в тактическое поражение в битве, а не в стратегическое поражение в войне, это вернуться к боевым действиям до тех пор, пока Хамас не будет уничтожен. Свержение правительства неизбежно привело бы к прекращению войны. Левые дали бы Нетаньягу страховочную сетку на несколько месяцев, и только в обмен на обязательство продолжить дополнительные этапы сделки и закончить войну, не уничтожая Хамас и не свергая его правление в секторе Газа. Наше пребывание в правительстве при условии продолжения стремления к победе дает нам большие шансы на успех в этом. Вот почему я остался в правительстве. Помимо того, что свержение правительства Нетаньягу приведет к немедленному прекращению войны, оно лишь приведет к выборам, после которых в лучшем случае у нас будет правительство, похожее на нынешнее, во главе с Нетаньягу, а в худшем – левое правительство со сторонниками терроризма и врагами Израиля. Об этом заявил министр финансов Бецалель Смотрич. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Планируемое освобождение 90 палестинских заключенных из израильских тюрем началось в час ночи 20 января. Напомню, что в течение первой фазы соглашения о прекращении огня планируется освободить в общей сложности почти 2000 заключенных. Первая партия из 90 заключенных – это в основном женщины-заключенные, а также некоторое количество несовершеннолетних и пожилых заключенных. Позже, как стало известно, Хамас заявили, что среди заключенных, которых должны были освободить ночью, пропала одна женщина. Израиль пока не комментировал это сообщение. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу опровергает сообщение, согласно которому супруга премьер-министра Сара Нетаньягу получила приглашение на инаугурацию президента США Дональда Трампа сегодня, 20 января, в Вашингтоне. Цитирую: «Эти публикации – ложь от начала и до конца. Они являются частью ведущейся против супруги главы правительства пропагандистской кампании», говорится в заявлении. Напомню, что Сара Нетаньягу находится в США уже более 7 недель. Она приехала в Майами, чтобы проведать сына Яира. Новости на радио Нария. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу опубликовала фотографии и видео встречи 3 освобожденных бывших заложников Хамас со своими семьями. На снимке Эмили Дамари, закутанная в израильский флаг, эмоционально обнимает своих родственников. Роми Гонен в объятиях членов своей семьи входит в больничную палату, украшенную гирляндами. Дарон Штайнбрехер плачет, обнимая членов своей семьи в коридорах больницы. Трогательные моменты встречи далее в нашем эфире без комментариев. Я же напомню, что в плену остаются еще заложники. Кто жив, а кто нет, пока неизвестно. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылка на него в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также нажмите на кнопку «Подписаться» на этот YouTube-канал. Нажмите палец вверх, если вам понравилось это видео, или палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду.